В этой части мы научимся соединять наши мотивы. Мы с вами начнем с метода соединения мотивов между собой. Давайте рассмотрим, как можно присоединить один мотив к другому. Для этого у нас уже один есть готовый мотив, и второй мотив выполнен не полностью. Вот хорошо видно, последний ряд арочек у нас с вами не довязан. Вы можете не довязать 3, 4 или 5 арочек. В моем случае не довязано 3 арочки. Приступаем к соединению мотивов. Для того, чтобы удобно было присоединять мотивы, мы берем и изнаночной стороной соединяем их друг к другу. То есть лицевая сторона у нас сверху. Теперь мотив, который у нас с вами не довязан, мы выполняем в нем 2 воздушные петли. Выполнили. Далее берем любую арочку этого мотива, вводим под нее крючок и выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее выполняем опять 2 воздушные петли. При этом возвращаемся к нашему недовязанному мотиву. И под следующую арку по узору мы выполняем столбик без накида. Выполнили. Первое наше с вами соединение готово. Далее выполняем опять 2 воздушные петли. И вводим под следующую арочку нашего готового мотива крючок и выполняем столбик без накида. Далее опять выполняем 2 воздушные. И возвращаемся к нашему недовязанному мотиву. Под арку выполняем столбик без накида. Мы выполнили соединение в 2 местах. И теперь просто довяжем наш мотив. Нам осталось с вами выполнить арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок в верхушку столбика без накида, выполняем соединительную. Наши 2 мотива соединены. Давайте посмотрим, как наше соединение выглядит с изнаночной стороны. Хорошо видно, аккуратненько. Наши арочки соединились. Я заранее выполнила полотно из наших круглых ажурных мотивов. Хорошо видно, мы с вами научились уже присоединять мотивы в 2 местах. И хорошо видно, как наши мотивы располагаются в полотне. Давайте повторим соединение мотивов и посмотрим, как наш мотив будет присоединяться уже непосредственно к полотну. Хорошо видно, этот мотив будет присоединяться 6 арками. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, у нас с вами должно быть не довязано не менее 6 арочек. Приступим к выполнению. После того, как вы выполнили частично мотив, хочу вам напомнить, перед присоединением его к полотну обязательно проверяйте величину мотива. У вас все мотивы должны быть одинаковыми. Мы проверили, наш мотив точно такой же, как и ранее выполненный. И теперь приступим к присоединению. Берем наш мотив недовязанный и наше полотно. Как и ранее, мы с вами прикладываем изнаночную сторону к изнаночной и выполняем на нашем недовязанном мотиве 2 воздушные. Обязательно определяем арочки, в которые мы будем крючок вводить.
И смотрим, вот наша первая арочка и вот вторая. Вводим под нее крючок, выполняем столбик без накида. Далее выполняем 2 воздушные и возвращаемся к нашему недовязанному мотиву. Выполняем столбик без накида. Опять выполняем 2 воздушные и присоединяемся ко второй арочке мотива полотна. Опять 2 воздушные и возвращаемся к нашему недовязанному мотиву. К первому мотиву мы присоединились. Теперь приступим к присоединению к следующему мотиву. Тут хорошо видно арочки, в которые мы будем с вами вводить крючок, в который будем присоединяться. Выполняем 2 воздушные, под арку вводим крючок, выполняем столбик без накида. Опять 2 воздушные, возвращаемся к нашему мотиву недовязанному, под арочку, столбик без накида. Опять 2 воздушные, возвращаемся к мотиву полотна, выполняем столбик без накида. 2 воздушные и наш недовязанный мотив. По узору мы находим следующую арочку и выполняем туда столбик без накида. Мы с вами присоединились к следующему мотиву нашего полотна. И осталось выполнить еще присоединение к одному мотиву. Берем поудобнее 2 воздушных и определяемся с арочками. Вот первая арочка и вторая. Вводим крючок, выполняем столбик без накида. Опять 2 воздушные, возвращаемся к нашему недовязанному мотиву. Выполняем столбик без накида. Опять 2 воздушные, в следующую арочку мотива полотна, столбик без накида. 2 воздушные и возвращаемся к нашему мотиву. Теперь хорошо видно, в нашем мотиве осталось довязать одну арку. Мы ее выполним. 1, 2, 3, 4, 5. Арочка из 5 воздушных петель. Вводим крючок в верхушку столбика без накида. Наш с вами ряд завершен. Давайте посмотрим на присоединение наших мотивов. Так наше присоединение и сами мотивы выглядят с изнаночной стороны. У нас с вами получилось красивое ажурное полотно. Очень важно, как вы будете располагать это полотно в готовом изделии. Если вы расположите так, то край у вас будет не такой рваный, более пологий. Если же вы полотно расположите вот так, то у вас край будет более рваный или менее ровный. Это обязательно нужно учитывать при выполнении и расположении самого полотна. Творческих вам успехов!